нас сегодня теплынь. Потеплело аж до плюс 10. Вот так вот. Все растаяло. Вон мой котейка. Тима! Тима! Иди домой! Механик. Машины ремонтирует. Иди домой! В общем, у нас теплынь. Плюс 10. Сразу захотелось весны, сразу захотелось на террасе навести порядок. Я обрезала все цветы. Вот, розочки дали уже какие-то листочки вот зелененькие. Буквально за день как потеплело. Вот, убралась на террасе, навела порядок. В общем, солнце светит, красота. Тимик, кс-кс-кс. Тимушка, иди домой, малыш. Тима, Тима, иди домой. Вот такие у меня туйки. Прекрасно себя чувствуют. Хризантема. Вот дала зеленые отростки новые. Середина января. Ну и роза. Вот свежие веточки. В общем, тепло, хорошо. Скоро будем кофе пить опять на террасе. Соседний дом, новостройка, потихоньку заселяется. Вчера вечером я видела, уже горели 2 окошка. Вешают кондиционеры. Значит, люди уже там живут. Такую плиточку им положили. Хорошо у нас все это. Мы сегодня решили съездить в магазин «Светофор» и «Метро». В принципе, нам мало что надо, но погода хорошая, прогуляться. Транспорт бесплатный, почему бы не съездить? Вот, у нас все растаяло, дорога вот такая вот, грязь. Мы теперь ждем вдвойне, чтобы побыстрее наш застройщик сделал дорогу. Во-первых, из-за того, что мы наконец-то нашу квартиру укнижим. Вернее, весь дом будет укнижен, и мы в том числе. А во-вторых, будет хорошая асфальтированная дорога и не будет вот этой грязи. В общем, мы едем в магазин.
доехали до остановки от нашего дома. Ехали минут 7, наверное. Теперь ждем другой автобус, чтобы пересесть и уже доехать до метро. Нам до центра ехать от нашего дома примерно 7 минут и есть, где-то так. 7 минут. То есть мы как бы и в стороне от центра, но с другой стороны добираться совсем немного. Мы приехали в метро. В общем, с одной пересадкой на автобусе 7 минут до центра, потом пересели на другой автобус на 10-й и еще минут 5, наверное. В общем, недалеко. Транспорт бесплатный. Вообще нет никаких проблем доехать куда-либо, хоть с 3 пересадками. Ну, конечно, это я не знаю, сколько это продлится в нише. Пока на год все это. Дальше посмотрим, оставят ли этот бесплатный транспорт или уже нужно будет платить. Туалет, кстати, очень чистенький в метро. Мы в метро. Все снимать по ценам невозможно, конечно. Товара здесь очень много. Так, немножко сниму то, что мы будем смотреть. Посуда нам совсем не нужна. Подушки. У меня какая-то неудобная подушка, купленная в Юске. Хочу посмотреть. Ну, это, скорее всего, такая же будет неудобная. Они какие-то не то, что я хочу. А, кстати, она из Юска. У меня точно такая, значит. Стоит она 600. Это дороже, 1200. Вот такая красота. 33 тысячи. Ну, здесь, как всегда, две цены. То есть, если берется не одна штука, то дешевле. Стульчики пластиковые. Ну, мы уже купили, нам нужно было на лоджию. Так, вот мне нужно моющее средство. Я брала вот такое Мер, называется. Очень оно мне понравилось. Оно пенится хорошо, как фейри. И стоит совсем недорого. Стоит оно 97 динар. У нас в магазине, который рядом с домом, такая же бутылка стоила 140. Есть и всякие другие. Фейри тоже есть. Но оно дороже, а смысл переплачивать? Нет, я возьму Мер. Мне оно очень понравилось. Есть вот побольше бутылочки, поменьше. Мне нужно средство для ванны, для того, чтобы налет отмыть. На душевой, в общем, на дверках, естественно, от воды остаются такие разводы. И я хочу его уже смыть. Потому что уже накопилось. В общем,
Не дешевое средство, где-то около 400 рублей стоит. Ну, то есть на динар, на рубли где-то 320. Но возьмем, потому что хочу уже, чтобы было чистенько. Доместос. Доместос. 281 штука стоит. В общем, да, если количество больше берешь, то цена, соответственно, меньше. За одну штуку 280. В метро очень выгодно покупать, если с кем-то, например, приезжаешь и несколько штук покупаешь, тогда другая цена, это выгодно. А по одной штучке практически нет смысла. Потому что некоторые товары даже дороже, чем, ну, например, в том же Лидле. Но что-то есть и дешевле. Что тут интересного? А вот жилет. Видишь? 420. Жилет Old Spice. Тоже он стоят. Они также и в России стоят, Никита. Они тоже там что-то 500, что-то такое. 420 на рубли, там типа 300. Зубные пасты. Вот такой фреш. Колгейт. Сигнал. Вот, в общем, цены как считается? Вот ценник. То есть нам получается вот эта цена 203, потому что цена за одну штучку вот написана. Здесь, если вы берете 2 штуки, уже 175 цена. А если берете больше 6, кажется, 6 или 5, 6, то уже по 163. То есть разница очень существенная. Если вот люди делают как обычно, вместе едут, затариваются чем-то, а потом просто делят. Вот это цены, это для без налога для компаний. То есть для физических лиц это вот эта стоимость на зелененьком. Если берем одну штучку, то вот это 203. 149 Colgate. Colgate Total какой-то дорогой, 460. Вот 309, зачеркнуто 189. В общем, какие-то акции тут еще есть. Вот такие огромные ведра и банки томатной пасты продаются. Вот огроменные просто. Стоит 790 за одну штучку. Вот. Я думаю, что это для компаний каких-нибудь, которые вот для пиццы, которые занимаются выпечкой пиццы и покупают вот такими объемами. Томатный соус для пиццы написано. Вот он, наверное, сантиметров 30 высотой. Ну, нам столько не надо. Ну, вот есть небольшая баночка. Но я беру в Лидле. Я уже там понравился мне один соус. Вернее, не соус, это томатная паста. Она недорого стоит, и мне она очень нравится по качеству. Поэтому стоит она также. Но вот по одной штучке вот такого размера я беру небольшую. 54, там я даже беру за 48. Искали соевый соус мы. Самый дешевый литровый, вот такой вот за 600 динар. Но мы его не будем брать. Вот такой вот за почти 1000 динар. Тоже литровый. Есть пол-литра. Вот такие. Они стоят 480, 479. Два вида. И есть маленькие. В общем, мы решили вот такой взять. Пол-литра 480.
Есть какие-то товары, которые мы не знаем, что это такое. Приходится гуглить. Вот, например, бамбус. Кто такой? Непонятно. Стоит бамбус 350 динар. И вот еще интересно нам стало, что это Бамбук. такое. Жареный бамбук. Тапиока. Как? Что это? Жареный бамбук. Бамбук это бамбус? Да. Ух ты, будем знать теперь. А тапиока? Ну это что-то непереводимое уже. А вот еще что-то такое интересное. А, ну это лемонграсс, это я знаю. Вот тапиока осталось выяснить, что это такое. Причем она в таких гранулах. Интересно. Стоит тапиока 299 динар. Тофу. В общем, много интересного. Ходи только читай и переводи. Что это такое? Масло оливковое. 1880. Это, наверное, литр. Да, литровая. В стекле тяжелая. Несколько видов здесь. Такое. Это стоит 880. Одна штучка. Кетчуп 5 литров. 520 динар. Кетчупы маленькие вот такие, 149. Это я все цены говорю по одной штучке. Если больше, даже 2 штуки берешь, то уже дешевле. Кетчуп Хайнц. Большой какой-то. 480 динар. 480. Сколько у него там? 1 килограмм. В общем, здесь соусы. Хайнц барбекю, Хайнц томатный кетчуп. Людей совсем немного. Пойдем смотреть колбасы. Рыба здесь тоже есть, морепродукты есть, но цены, конечно, дорого. Здесь мясо. Мясо мне тоже не надо пока. Какой-то мы в прошлый раз здесь брали паштет. Очень он оказался вкусный. Хотя паштеты не всегда вкусные. В Лидле я брала паштеты, они были невкусные. Поэтому сейчас я пройду, посмотрю. Ну, молоко мы отсюда не понесем, конечно, не повезем. Бананы какие-то странные, зеленые, какой-то формы такой непривычной. А вот есть еще какие-то темные. И вот что-то такое. Ой, фу, там гнилая лежит еще. Ой, мягенькая. В общем, это какая-то экзотика. Кокосы, манго. Вот это вообще не знаю, что это такое.
Самые дешевые яблоки здесь по 129 динар. Я беру их у себя в магазине рядом с домом по 100. Поэтому фрукты мне здесь никакие не заинтересовали. Все остальное вообще дороже, чем у нас в магазине. Вот какие-то очень красивые яблоки. Но стоят они 280. Апельсины тоже 200. Я брала по 120 в Лидле. В общем, фрукты не вариант здесь брать. Морепродукты здесь, конечно, есть, но цены... Я даже уточнять не буду, там что-то 2000, 2 с чем-то. Поэтому даже не буду разбираться, что к чему относится. Но есть рыбка и недорогая. Я уже видела с той стороны в холодильничках. Филе по 350, кажется. Хоботница. Это кальмар? Это вот эта штука, да? Осьминог. Осьминог, хоботница. Стоит 2000 динар. Вот такая круглая хоботница. Это его просто запихнули так и сжали. Очищенный. Это осьминог. Очищенный он. Ну, 2000. Какая-то подводная дичь. Я, конечно, морской человек. И в детстве мы ловили эти мидии, собирали в море, потом жарили их, кушали. Но хоботницу и лобстер по 2000 как-то не очень хочется. Пойдем паштет искать. Хватит хоботницы смотреть. Пойдем. Вот такие крабы еще есть. Здесь, наверное, с килограмм. 1700 динар. В общем, цены ого-го. Крабовые палочки, кстати, вот лежат. Но мы их в Лидле покупаем даже дешевле, когда они бывают по акции. Они там стоят вообще около 197 динар. А здесь 139. Вот мидии. Мидии, как я уже сказала, я с детства люблю. Мы их с отцом сами собирали в море. Жарили на берегу потом. Стоят они... Ну, кстати, это еще терпимо. За килограмм 950 динар. То есть на рубли это получается ну, где-то минус 200, да? 800 получается рублей за килограмм. И всяческие колбаски. Ну, я все это не хочу. Мы уже как-то привыкли в Лидле брать колбасу. Уже она проверенная, нормальная. Вот это паштетники. Это куриный, это не тот, кажется. Мне кажется, мы вот такой брали. Вот, ну, хороший, можно его взять. Вот даже в Метро есть такие несколько холодильников, где товар продается с 50% скидкой. Скоро заканчивается срок годности. Вот сметанка. Павлока, это сметана. 2 дня у нее еще до окончания срока. Стоит она... Никит, сколько она стоит? 25 динар. Вот совсем за даром, можно сказать. И вот еще тоже с 50% скидкой. Что-то типа равиоли. Мы возьмем одну пачечку. Попробовать. Здесь есть с сыром и есть с беконом. Возьмем на пробу. Просто интересно. Полкилограмма стоит 200 динар. Но это с 50% скидкой. Это молочный отдел. Но мы не будем брать. Мы уже тоже в Лидле берем. Нам там нравится товар. И он даже подешевле, чем здесь. Вот чудо еще тоже. Огромная банка с грибами. Сколько? Почти 4 килограмма. С ума сойти. Ну, есть, конечно, и маленькие.
Здесь много маслин. Очень много всяких разных. В жестяных банках есть. Есть в стекле. Ну, мы тоже, кстати, в Лидле уже прям берем. Вкусные, нам очень нравятся. Поэтому, ну, как-то не будем, наверное, экспериментировать, еще что-то брать. Вот 190 динаров такая баночка. Вот большая банка. 400. 900 грамм. Литровая, в общем, банка. Выбор большой. Маслин, оливок. От огромных упаковок до маленьких. Водка. Кого-нибудь интересует водка? 130 динар. Одна штучка. Вот такая вот. 0,1 литра. Но если вы берете 30, то сразу стоит 80 динар. Это, наверное, вино, я так понимаю. Да, тоже в огромных бутылях. В пакетах. Вот, кстати, маленькие есть совсем. Шардоне. Вот это мне бы подошло. Я не пьющий человек практически. Но иногда хочется что-то такое просто. Вот это прям мой размерчик. Шардоне. Сколько он стоит? 250. Ну, это что-то очень дорого для такой бутылочки. А, вот 100, 180. Ладно, вино нам не надо. Пойдем дальше. Вообще мы ищем сгущенку. Сыну почему-то вдруг захотелось сгущенки. И мы идем искать сгущенку. Ну, это мужские напитки. Меня интересует что-то необычное. Фрукты нарисованы, меня сразу сюда потянуло. Еще и синего цвета. Не знаю, что это такое. Стоит 1800. Так, пошла искать сына. Сгущенку нашли. Вот. Ну, что-то она дорогая. Мы хотим проехать еще в светофор. Может быть, там будет дешевле. Такая сгущенка. Баночка одна стоит 399 динар. Если берешь 5 штук, например, то 320. Но все равно это дорого. Если ты обычный человек, то 440 и 350. А, вот, да, неправильно, не туда посмотрела. 440 и 360 почти. Это если 5 штук берешь. В общем, дороговато. Пойдем искать еще в светофоре. Никита, наверное, все уже тогда. Мы уже все посмотрели. Пойдем на кассу. Мед. Мед я хочу, конечно, домашний. Я купила баночку одну. Мы его так едим понемножку. Он не особо вкусный. Вот. Это что-то такое темное. Тоже мед. Ух ты какой. Интересно. Ну-ка. Почитать. Сейчас почитаем, что это за мед. Стоит почти 680 динар он стоит.
Мы идем на кассу, немножко прикупили. Касса практически пустая. Метро Излаз. Выезд, выход. Все, мы прикупили, что нам надо было. Едем дальше, в светофор. За сгущенкой. Где-то остановка, не помню, правее или левее. Сейчас часов 5-то есть. Что-то так темно опять вообще. Почти 6 уже. Все, мы поехали в светофор теперь. Покупать сгущенку, если она там есть. Время 6 часов всего лишь, а уже темно так. Хотя я даже думала, что меньше. Здесь рядом с метро салон Volkswagen, BMW. Мы проезжали, вот там вот еще какой-то. Не видно отсюда. Вообще это метро уже находится практически на выезде из города, на окраине. А светофор еще дальше. В общем, это совсем не центр города. Мы сейчас вышли, чтобы пересесть с одного автобуса на другой, на станции, на железнодорожной станции. Наша пятерочка скоро поедет. Она идет отсюда, у нее конечная, и прям до нашего района. А пока она стоит на конечной, я хочу снять вот такую церковь красивую напротив. Сейчас я обойду. Она с той стороны вообще очень красивая. Здесь такая, перед входом в нее стоит арка интересная. Красивая церковь. Вот здесь вот светится одно окошко, это там внутри стоят свечи. В Сербии принято ставить не внутри церкви свечи, а вот в таких вот помещениях, которые на улице. Вот здесь вот. Здесь ничего не стоит, а с той стороны стоят свечи, поэтому светится. Все, я побежала на остановку. А то автобус может подъехать сейчас. Вот, по-моему, он как раз собирается уже ехать. Водитель зашел. Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Я Галина. Сегодня я вас приветствую уже в конце ролика. Вот, мы сегодня катались по магазинам продуктовым. Сначала съездили в метро, потом поехали в светофор магазин. В метро мы уже были как-то, а в светофор ездили первый раз. Но оказалось, что светофор практически не отличается от другого магазина, который называется Мире в Сербии. Тот же самый ассортимент, может быть, чуть-чуть побольше. Ну, в общем-то, даже те же самые товары. Вот, и по ценам, соответственно, то же самое. То есть оказалось, что это тот же самый светофор Мире. Магазин низких цен. Ну, мы-то ездили, конечно, с определенной целью. Захотелось сгущенки. Мы ее в Сербии ни разу не брали еще. Оказалось, что она действительно там продается, но вот в этот момент, когда мы сегодня приехали, ее не было. Поэтому мы ее все равно не купили. В светофоре мы купили вот такой кунжут. Упаковочка 500 грамм здесь.
стоит 200 динар. Ну, то есть, чтобы на рубли перевести, напоминаю, нужно вычесть 20%. То есть это где-то 100, 160. Задумалась. 70 динар. Вот такая лапша. Здесь тоже полкилограмма. Крекеры. Соленый крекер. Ни разу не брали здесь, но решили почему-то взять, попробовать. 120. Семечки тыквенные 350. Здесь полкилограмма очищенные тыквенные семечки. 350 динар на рубли 280 рублей. Полкилограмма, напомню. Вот такие консервы мы взяли. Пока зима. Хотя нет, мы едим все равно. Фрукты берем и овощи. Но более такого чего-то там вот персиков такого нет. Поэтому иногда хочется сейчас взять консервированные. Значит, взяли 3 вот такие баночки. Ананасы, персики и фруктовый коктейль. Фруктовый коктейль 150, ананасы 160 банка. И 565 грамм. Она не маленькая такая. Вот. И 180 это бреска, то есть персик консервированный. Вот такую бутылочку вина. Я вообще, наверное, больше люблю покупать вино, чем его пить, потому что я всегда его покупаю, он у меня стоит годами. Ну, здесь меня, конечно, подкупило то, что ежевика такая красивая нарисована здесь, и такой цвет шикарный ежевичный. И я подумала, возьму. Было там оно и малиновое, вишневое, и ежевика. Ну вот попробуем. Стоило оно 311 динар. То есть вычесть 60 рублей, это получится где-то 250 рублей. В общем, фруктовое вино. Алкоголь 4,5, что ли. Вот. Что мы там еще купили? Вот такие печенья Яшкино, кстати, продавались. 180 динар стоили они. Вот что здесь с малиновым повидлом, с каким-то. Ну так, взяли для разнообразия. По-моему, там все. Остальное мы купили в Метро. И это просто на рынке. Вот лучок взяли, 50 динар. И вот такой вот салатик, тоже 50 динар. То есть это 40 рублей. Хороший, свеженький салат. Вот. Что еще? В Метро мы купили такой для мытья посуды. Я его уже брала. Оно очень хорошего качества. Я уже говорила, оно пенится как фейри. Стоит оно 100 динар. Вот такое средство взяли. 350 динар. Это я буду отмывать в ванной перегородку стеклянную, потому что она уже вся в белых таких, от воды, в общем, накипь остается. Буду ее отмывать, пробовать. Соевый соус купили, вот такой вот тоже будем пробовать. Нам понравился один соус, мы его брали не в Метро, а в другом магазине, но мы туда еще не доехали, чтобы его купить. В общем, взяли другой попробовать. Соевый соус стоил что-то около 500 динар. Вот. И вот такие я уже показывала, типа равиоли. Тоже попробуем. Они были с 50% скидкой. Стоили 200 динар. Попробуем. Не знаю, мы не брали ни разу. Такие неплохие мы уже брали паштет мясной в Метро по 80 динар. Ну, они маленькие. Сколько здесь? 130 грамм. И 230, по-моему. Это фасоль килограммовая купила. Сметану мы взяли вообще очень дешево. Она была по акции, я уже говорила, потому что у нее заканчивается срок годности 2 дня. И стоила она 25-27 рублей, 27 динар. То есть, ну, да, это где-то 24 рубля. Павлока, это сметана по-сербски. Вот, так что вот такие вот покупки у нас сегодня.